Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименко. В этом видео я предлагаю разобрать, были ли в прошлом ядерные технологии, которые в том числе применялись и на практике. И в том числе более энергетическое, более развитое оружие, даже больше и мощнее то, что есть у нас. Для примера. Перед вами грибовидное облако от 15-мегатонного взрыва, который был произведен 1 марта 1954 года. Он показывает множественные кольца конденсации. То есть это характерно в первую очередь для вот таких высокоэнергетических взрывов ядерной природы. И, казалось бы, это мы знаем, потому что это 1954 год. А было ли такое в прошлом? Если же было, оно же могло быть зафиксировано. И, соответственно, переходя по ссылкам, которые есть в той же Википедии, мы видим, что в 1798 году Герхард Вьет опубликовал подробно иллюстрированный отчет об облаке в окрестностях Готы, которое по форме напоминало гриб и имело те же кольца конденсации. То есть фактически он зафиксировал последствия огромного взрыва, который имел ядерную, термоядерную или другую высокоэнергетическую природу. Впоследствии он наблюдал тоже несколько подобных явлений. Но как такое может быть? Нам же говорят, что раньше были только палки-копалки, какие ядерные, термоядерные взрывы и более высокоэнергетические взрывы. Да? И вообще, как они могли, например, доставить ядерный или термоядерный боеприпас куда-то? У них же были только палки-копалки, у них же не было, например, той же ракетной техники. Нет, была. То есть множество книг, которые показывают, вот, например, одна из них 1650 год, Казимир Семенович, Великое искусство артиллерии, там показаны 2- и 3-ступенчатые ракеты. И рассказано, что это просто какая-то перерисовка, то есть подобные технологии были и до этого, они были известны во множестве стран. И, соответственно, здесь эта ракета не просто перерисовки наших современных, как бы копия, подделка. Здесь показаны действительно уникальные технологии 2-3-ступенчатых ракет, которые в наше время не используются, хотя нами они освоены снова где-то, опять же, в середине 20 века. И как такое может быть, решать вам, потому что до этого, я же говорю, были подобные документы. Опять же, есть знаменитая рукопись из Сибью, то есть она датируется 1555 годом, она была найдена в современной Румынии. Там показаны 2-3-ступенчатые ракеты. Нашли ее в 1961 году, нашел ее профессор Бухареста при раскопках в окрестностях города Доутодерио. Ну, факт в том, что нашли ее в засыпанном доме. То есть опять этот культурный слой, начали копать, нашли засыпанный дом, нашли там книгу с 2-3-ступенчатыми ракетами. На страницах этой книги можно обнаружить не только изображение парящих в воздухе летательных тарелок или ракет, которые своим внешним видом очень напоминают современные аналоги. Также там найдены упоминания о полетах на Луну в этой рукописи. То есть, по словам исследователей, то есть там имеется рассказ о человеке, который смог добраться до спутника Земли благодаря уникальному летательному аппарату. Также там присутствует описание доисторического топлива, состоявшего из нескольких редких элементов. То есть многоступенчатые ракеты, летательные аппараты, которые могут даже до Луны достигать. И все это находят в засыпанном доме, который, как всегда, погребен культурным слоем в несколько метров, а то и десятков метров. Вы скажете, ну такое не может быть. Если бы было применение, были бы еще какие-то факты. Факты есть. Книга чудес. Германия, примерно 17 век она выпущена, 16-17 век, где-то в этом, в 16 веке где-то. Описание одной страницы. В году 1909 наше Солнце потемнело, и Луна была замечена кроваво-красной, и произошло большое землетрясение. И там упал с неба с громким и грохочущим грохотом огненный факел, похожий на башню или колонну. За этим последовала смерть многих людей и голод по всей Германии и Италии. Больше людей умерло, чем осталось в живых. То есть фактически в этой книге описано применение ядерного или термоядерного боеприпаса при помощи ракеты направленного. Почему? Ну, в той же Хиросиме и Нагасаки больше погибло не от самого взрыва, а от его последствий. То есть тут мы видим то же самое, плюс опять же голод понятен, потому что и питание становится радиоактивным.
люди болеют, погибают. Да, то, что они хотят съесть, она же тоже приносит болезни и смерть. Поэтому большая часть населения же погибла даже не от взрыва, а от его последствий. Казалось бы, ну, такое не может быть, но в той же книге мы видим еще парочку иллюстраций, где показана и летящая ракета, ну и котел на ножках. То есть какой-то летательный аппарат нам сегодня неизвестен, потому что он может зависать, как бы передвигаться. Ну, очень похож на такой шар на треноге. Ну, казалось бы, если информация в других частях света есть, вот это Виманика Шастра, самая знаменитая, она из Индии, считается, что ее написали в 20 веке, но она повествует о прошлых технологиях. Юмор в чем? Юмор в том, что там множество технологий, которые мы сегодня даже еще не придумали и не используем. Поэтому можно считать ее за выдумку. Да, такого не может быть, потому что не может быть никогда, но она существует. Она описывает, я повторяю, те технологии, которые нами даже не используются. Ну, тем более они придуманы, тем более они эксплуатируются сегодня. Как это можно было придумать еще 100 лет назад? Только если вспомнить забытое прошлое, либо технологии более развитых цивилизаций. Причем фигурок с изображением летающих объектов по всему миру множество. Эти из Мексики, знаменитые золотые машинки, которых делали копии, и они показали, что они прекрасно летают. То есть аэродинамика у них на высоте. Ведь им больше 1000 лет. По поводу боев этих летательных аппаратов, они зафиксированы. Вот небесный феномен в Нюрнберге, 1561 год. То есть 1566 год, опять же Базель, опять же какая-то драка небесных шаров. Ну, то есть это были не единичные случаи, многие из них зафиксированы. Кто-то скажет, ну если что-то летало, оно же где-то должно где-то садиться. Да, самый знаменитый это аэродром Юндум. Он обнаружен на территории маленькой африканской страны Гамбия. Он имеет размеры больше, чем нужны. Страна бедная. И там был построен международный аэропорт фактически очень быстро. Почему? Просто расчистили старое пространство, покрыли асфальтом то, что уже имелось. А имелись там плиты бетонные. Ну, не бетонные, они какие-то кирпичные. То есть из какого-то камня специального сделано. Это не бетон, это какой-то камень обработанный до гладкого состояния. То есть это, скорее всего, остатки ВВП древних цивилизаций. А почему там не современные? А потому что нигде больше такие технологии не применялись ни американцами, ни немцами, ну, всеми такими колониальными странами, которые приходили в Африку, там что-то делали. Ну и сама эта страна, она настолько бедная же, что там асфальтированных дорог не так уж много. А появился международный аэропорт, просто они расчистили территорию, часть территории, подчеркиваю, часть. И появилась одна из самых больших взлетно-посадочных полос, потому что просто заасфальтировали, да, разметили, вот и вся работа. Вот тебе международный аэропорт. Ну, нам все время пытаются втирать, что да, там пришли колонизаторы, построили аэродром по тем технологиям, которые сами нигде не использовали, а потом ушли, и вот там африканцы через какое-то время тоже про это вспомнили и восстановили. А почему таких технологий тогда не применялось в других странах? Теми же великими строителями. Ну, потому что это не они строили. По поводу космодромов у меня есть отдельное видео, перейдите посмотрите, но напомню, что в 1999 году башкирские ученые нашли знаменитую каменную плиту с изображением карты местности. То есть она настоящая рельефная карта, которая есть только у военных. Чонгарская плита. Так вот, на ней было определено место, где находился не просто аэродром, а космодром. И опять же, это место идентифицируется в современной России. Вот где оно находится, примерно выделено. А по поводу того, что таких технологий не было, ну, есть сказка. Сказка, на самом деле, это сказ, повествование о событиях прошлого, а не какая-то там выдумка. Это сказка «Знаефинис, ясный сокол». Вот одна из выдержек этой сказки, хотя у меня есть более подробное описание, перейдите, посмотрите. Из странного черного леса заветный клубочек путеводный выводит Настеньку на большую пустошь, черным камнем выложенную, на которой огненные вайтманы стояли. Это те, что из Виманики Шастры, которых не существовало. И опять же, тут черный камень. Там, как мы видели, камень был коричневый на Юндуме. То есть одни и те же технологии древних, но нами не применяемых. В этом месте дается полное описание космодрома на каменных плитах черного цвета, в которых стояли огненные вайтманы. Космические корабли для межзвездных перелетов. Ну, а долины Дивные — это как раз космопорты. То есть
Рекомендую почитать эту сказку в нормальном исполнении, без сокращений. Вы тогда поймете, почему Настенька ела там железные хлеба, ходила в железных сапогах и так далее и тому подобное. То есть те технологии, которые мы еще не применяем, ну, только частично. Там, железный хлеб — это как раз рацион питания космонавтов в тубах, который. Очень всем рекомендую. Но, опять же, самые интересные исследования приходят и в наше время. Американские археологи в обширной статье подвели итоги в одном из журналов многолетних раскопок в местечке Тель-Ахам в Иордании, близ берега Мертвого моря. Ну, вы понимаете, что они искали подтверждение рассказам из Библии. Там они нашли остатки древнего города. Их внимание приковал очень толстый 1,5-метровый слой, почти целиком состоявший из сгоревшей органики и пепла. То есть 1,5 метра сгоревшая органика и пепла. Ну, немало, скажем так. Анализы показывают, что событие произошло 1650 лет до нашей эры. В этом слое разбросаны фрагменты скелетов, то есть часть из них обгорела. А в чем же юмор? Юмор в том, что археологи, исследуя все это, сделали предсказуемый вывод. Над древним городом случился воздушный взрыв. Судя по диаметру поражения, зоны поражения, 150 километров. То есть он не мог быть заметно слабее 12-23 мегатонн. Или примерно 1000 Хиросим. Это 3650 лет назад. Конкретную мощность сложно оценить, потому что нужно знать угол удара. Но очень похожее явление, отмечают исследователи, некогда называли Тунгусским метеоритом. То есть проходит 3650 лет, происходит одно и то же явление. И оно очень похоже. Мы сейчас разберем, почему это важно. Опять же, вы помните, это знаменитая история про жену Лота, которая оглянулась и стала соляным столбом. Здесь опять же идет окаменение. То есть превращение живой материи в камень. Тоже очень интересная аналогия. То есть это оружие вполне возможно приводит и к этому. Либо просто человек погибает от излучения, а те осадки, которые выпадают в виде вот этого пепла, а там было Мертвое море, значит соль тоже испарялась, выпадала, приводит к тому, что живой организм превращается в камень, в неживой. Но причем тут Тунгусский метеорит, потому что это уже намного ближе к нашему времени. И удар этот произошел в 1908 году в бассейне реки Подкаменная Тунгуска. Энергия взрыва составила от 10 до 40 мегатонн, то есть примерно сравнимо с тем, что было как раз в Содоме и Гоморе. И да, она примерно равнялась энергии 2000 взорванных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945. Но в чем юмор? Юмор в том, что тоже здесь есть мнение, что этот взрыв должен был произойти над одним из больших городов тогдашней России. И опять же, определенные силы помогли его отклонить, разрушить и сделать так, чтобы он произошел в другом месте. Да, и это явление, скорее всего, имеет метеоритную природу, либо природу кометы. Но это не намного лучше, чем ядерный или термоядерный взрыв. Почему? Потому что, например, если ядерная энергия, термоядерная мы овладели или стараемся овладеть, то энергией метеоритной, энергией как раз комет, мягко говоря, мы не обладаем. Потому что нужно подняться в космос, найти какой-то объект, его куда-то запульнуть, и чтобы он еще попал туда, куда надо. В случае с Содомом и Гомором уже нельзя говорить, что это случайно, потому что там людей предупредили, что так будет, что так принято такое верховное решение. Опять же, спасли кого надо, а кого не надо, ликвидировали. Вы вспомните содомский грех, за что их там ликвидировали тогда. Сейчас это распространяется на всю землю. Почему это нужно изучать? Потому что, опять тот же Тунгусский метеорит, так называемых, или небесное явление, непонятно, что там взорвалось. Он привел действительно к гигантским разрушениям. Но вопрос в том, а когда это случилось? Ничего, что это случилось как раз преддверии этого. В Москве произошло самое крупное наводнение. То есть взрыв произошел в июне, а в апреле Москва получает мощнейшее наводнение. То есть культурный слой поднялся на 9 метров. Вода поднялась на 9 метров. Понятно, что с водой пришла и земля, и грязь какая-то. И, соответственно, вот вам как образуется глубокий культурный слой. То есть
Даже в обычных условиях, казалось бы, просто там была там снежная зима, да? И вот получается самое большое наводнение, известное на протяжении пару тысяч лет, которое поднимает уровень Москва-реки на 9 метров. А представьте, если бы в этом участвовали какие-то там воды Мирового океана, например. Насколько бы поднялась тогда вода. Это к тому, как быстро образуется очень многослойный культурный слой, на глубину многих метров. То есть, казалось бы, где взрыв в Тунгуске, который произойдет через несколько месяцев, где гигантское наводнение в Москве. Но это все связано напрямую. То есть одно явление связывает другую. И в чем же юмор? Да, действительно было мнение, что этот удар должен был прийтись или по Питеру, или по Москве. Но какие-то силы помогли его убрать в такую малолюдную местность. Почему это очень важно? Потому что вслед за этим, мало того, что это взрыв гигантский, мало того, что максимальное наводнение, образование культурного слоя в кавычках. Но что произошло потом? Силы определенные не смогли решить свои задачи. И они были вынуждены запустить то, что мы сейчас называем Первой мировой войной. Да, 8-й год и 14-й. Разница 6 лет. По некоторым данным, она должна была начаться раньше. Ее удалось оттянуть эту войну. То есть какие-то демонические силы, не побоюсь этого слова, демоны. Монтаж — это создание нового, демонтаж — это разрушение. То есть демоны — это разрушители. Пытались решить свои задачи ударом из космоса. Удар не получился. И они были вынуждены запустить то, что мы знаем как Первая мировая война. Тут уже у них вышло намного лучше. К чему я это говорю? Потому что в научной литературе подобных случаев описано как минимум еще 2. И все они очень важные, потому что один из них был описан и изучен по поселению Абу-Хурейра в Сирии. Деревня название неизвестно, там просто какое-то местное. Которое было уничтожено воздушным взрывом 12 800 лет назад. Это гибель Луны, Фаты и Атлантиды. У меня есть отдельная работа, перейдите, посмотрите, как это происходило. Но юмор в том, что более нам интересный взрыв подобный произошел в Челябинске в 2013 году. А что же там произошло? То есть падение метеорита Челябинского, он также известный как Челябинский, либо Чебаркульский метеорит. Столкновение с земной поверхностью фрагментов небольшого астероида, разрушившегося в результате торможения в атмосфере Земли в пятницу 15 февраля 2013 года. Суперболид разрушился в окрестностях Челябинска на высоте 23,3 километра. Юмор в чем? Юмор в том, что разрушился, либо ему помогли разрушиться. Потому что есть сейчас видео, где этот метеорит, астероид, как хотите его называйте, ему помогают. Его разрушают и перенаправляют. Почему это важно? То есть кто-то помог нам сохраниться в наше время. Почему? Потому что удар этого или падение этого метеорита произошло примерно в километре к юго-западу от центра Челябинска. Причем это привело к землетрясению в магнитудой 4 балла. И опять же, предыдущее подобное явление, падение Тунгусского метеорита, оценивается в 5 баллов. То есть, опять же, прямая связь подобных событий, и может быть и по природе, может быть и по последствиям. Вы скажете, а что там с Челябинском? То есть, это тело шло четко в центр Челябинска. И, опять же, по тем видео, которые есть, шло оно не просто в центр Челябинска, а такое, есть мнение, что в Челябинске есть какое-то хранилище ядерных отходов, куда и направлялся этот метеорит. Это есть такое мнение в интернете. Так это или нет, решать вам. Но нам какие-то силы помогли избежать этой катастрофы. А катастрофа была бы не маленькая, как вы поймете. А чем это нас связывает с тем же Тунгусским метеоритом и началом Первой мировой войны? Это событие 13-й год. А теперь вспомните, что произошло дальше в 2014 году. И последствия чего этого 2014 года продолжаются и сегодня, все время усугубляясь. То есть аналогия по действиям так называемых демонических сил 100 лет назад и сейчас одна и та же. Кстати, именно демонические организации имеют 50 и 100-летние планы. Вот они работают именно по таким лекалам. То есть план на 50 лет и на 100 лет.
Это их система работы. 1914-2014. То есть планы одни и те же. По поводу этого поселения в Бухурере. Там тоже, то, что они говорят, было 12 800 лет назад, они нашли подобные же удары на 4 континентах. То есть аналогичные осколки стекла такого же возраста были обнаружены в Пенсильвании, в Южной Каролине и даже Чили. То есть они фактически находили их по всей Земле. Ну, тогда погибло тоже 90% жизни на Земле. Тогда была разрушена Луна, вторая Фата, и погибла Атлантида. У меня есть все эти исследования, где там эта Атлантида находится, где там ударила эта Фата. Перейдите, посмотрите, это в Ведах написано конкретно, что происходило и когда. Ну, там же та же история, что повторяется сейчас. На самом деле. То есть ничего нового. Поэтому и нужно изучать прошлое, чтобы иметь будущее. И неважно, какое оружие применяется. Ядерное, там, термоядерное. Или оружие, которое имеет там, космическую природу. Оружие, которое имеет космическую природу, еще хуже ядерного и термоядерного. Те хоть виды оружия мы усвоили, а для этого нужно... Представьте, найти какой-то кирпич и притащить его до земли и запустить четко, рассчитать так, чтобы он попал в определенное вам нужное место и произвел определенный нужный эффект. То есть тут технологии нужны на голову выше, чем то, что имеется у нас сегодня. Ну, тем более у нас отсутствуют технологии защиты. Но кроме подобных интересных фактов, есть еще один факт, который авторы той статьи не учли, потому что есть в исторических источниках и другие места, где, как говорят, производились мощные атмосферные взрывы или астероидно-кометные удары. Это как раз катастрофа с гибелью десятков тысяч жителей китайского города Циньянь в 1490 году. Ну, есть множество подтверждений, что да, действительно там что-то ударило сверху, скорее всего было множество погибших, но вот чем мне интересна династия Мин. То есть она началась где-то в 14 веке, а закончилась в середине 17-го. Говорят, что в 1644 году. Все бы ничего. Но есть одна проблема, которая называется глобальная катастрофа 17 века. Это на главной странице моего канала есть плейлист, где множество видео, перейдите, посмотрите. Я собрал много информации, которая показывает. В 17 веке, а именно в 1644 году, 44-45, прошлая цивилизация прекратила свое существование. Она погибла в результате подобного же удара космической природы, ядерной, термоядерной, решать вам. Там воронка осталась 12 километров. То есть это примерно 150 мегатонн надо жахнуть, чтобы осталась такая воронка. Чего 150 мегатонн? Ядерная, термоядерная, метеоритная. Это решать уже вам. Перейдите, посмотрите, там вся информация есть. Как это повлияло на прошлую цивилизацию, которая просто прекратила свое существование. Ну, подобных воронок, кстати, по Земле множество. Но я не фанат каждую дырку в Земле воспринимать за космический удар, ядерный, термоядерный. Я всегда говорил, что смотрите, если воронка ровная, это воздушный взрыв. И он имеет, скорее всего, ядерную, термоядерную природу, потому что удар из космоса, он маловероятен. Это надо так ударить, чтобы взорвалось как раз над Землей. Не на Земле, а над Землей. Так проще запустить ядерное, термоядерное оружие. А те воронки, которые наоборот не имеют четкой формы, это вообще выход газа из-под Земли. А вот то, что упало с неба, космический объект, там вообще воронка продолговатая. То есть это есть в моих видео, но посмотрите, сколько этих воронок по Земле. То есть они там имеют разную природу, остальные в том числе атомным, термоядерным оружием. Ну, по этой схеме можете определить, какой как раз размер этой воронки, какой боеприпас остался. Либо взрыв энергетический, скажем так. Потому что взрыв можно организовать разными путями. В том числе и с помощью космического оружия. Почему только ядерным, термоядерным? Кто это делал? Возникает вопрос, а кто это делал и делает в наше время? Перейдите, смотрите, высокоразвитые цивилизации Земли. Их еще 5 существует на нашей Земле. Не где-то там, на нашей Земле. Зачем это им нужно? Ну, вы знаете, кто это делает. И посмотрите как раз про биороботов среди людей. Потому что только самообразование поможет людям сохраниться, перейти в новую фазу саморазвития. Ну и предотвратить полное самоуничтожение. Тоже, что нам предлагали множество раз. К чему нас подводили, ну и как этого избежать. А избежать можно только самообразованием. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео.
Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.